Чингук наконец-то покинул Париж, но то, что произошло непосредственно перед его отъездом, заставило Ray задать больше вопросов, чем когда-либо. Когда камеры запечатлели, как Чингук тихо выходит из отеля, все взгляды внезапно обратились к Тэхёну. Спустя несколько мгновений Тэхён наконец нарушил молчание, и его неожиданные слова мгновенно вызвали волну эмоциональных реакций по всему фандому. Было ли это просто прощание, или за их пребыванием в Париже скрывается более глубокая история? Фанаты анализируют каждый взгляд, каждый жест и каждый момент, который они разделили перед тем, как Чингук ушел. В этом видео мы разберем все, что на самом деле произошло, что на самом деле сказал Тэхён, и почему это парижское прощание вызвало столько разговоров. Оставайтесь до конца, вы можете заметить детали, которые большинство людей полностью пропустили. В тот момент, когда Чингук вышел из своего парижского отеля, атмосфера мгновенно изменилась. Камеры следили за каждым его движением, когда он тихо проходил через вход в окружении персонала и охраны. Не было никаких драматических жестов, никакого грандиозного прощания, но что-то в этой сцене мгновенно привлекло внимание миллионов фанатов по всему миру. В считанные минуты социальные сети заполонили фотографии и короткие видеоролики, вызвав бесконечные дискуссии о том, что же на самом деле произошло в последние часы пребывания BTS в Париже. Многие фанаты ожидали еще одного публичного появления или, возможно, последнего взаимодействия перед его отъездом. Вместо этого Чингук сохранял спокойное и невозмутимое выражение лица, покидая отель, что вызвало еще больше любопытства. Иногда молчание порождает более громкие заголовки, чем любые слова, и, похоже, это был один из таких моментов. Каждый кадр видео был многократно проанализирован, поскольку Ray искали подсказки, скрытые в мельчайших деталях. Время его отъезда только подпитывало предположения. По мере того, как обсуждения продолжали распространяться в сети, внимание быстро переключилось на Тэхёна. В течение нескольких дней вокруг его деятельности в Париже ходили бесчисленные слухи. Каждое его появление становилось заголовком, а каждая фотография порождала новые теории. И все же, несмотря на огромное внимание, Тэхён оставался на удивление спокойным. Вместо того, чтобы сразу реагировать на предположения, он позволил волнению нарастать естественным образом, заставляя фанатов ждать любого знака, который мог бы объяснить недавние события. Этот момент наконец настал. Вскоре после того, как уход Чингука стал одной из самых обсуждаемых тем среди Ray, последнее сообщение Тэхёна мгновенно привлекло миллионы просмотров. Оно не было наполнено драматическими заявлениями или шокирующими объявлениями. Вместо этого оно отражало спокойную уверенность, которой фанаты восхищались годами. Однако из-за времени даже самое простое сообщение имело огромный эмоциональный вес. Фанаты интерпретировали его молчание бесчисленными разными способами до появления этого сообщения. Некоторые считали, что он просто сосредоточился на своем графике. Другие думали, что он хотел, чтобы воспоминания о Париже говорили сами за себя. Какова бы ни была причина, отсутствие немедленных комментариев только сделало его последующий ответ еще более значимым. Эмоциональную реакцию невозможно было игнорировать. Тысячи фанатов описывали Париж как еще одну незабываемую главу в путешествии BTS. Многие размышляли о том, как быстро пролетело время с тех пор, как участники воссоединились для новых мероприятий. Каждое прибытие в аэропорт, каждое появление в отеле, каждое публичное выступление и каждый неожиданный момент стали драгоценными воспоминаниями для фанатов, которые так долго ждали, чтобы снова увидеть группу вместе. В то же время наблюдатели в индустрии отметили, что участники BTS часто путешествуют раздельно, поскольку их индивидуальные графики совпадают с групповыми мероприятиями. Модные мероприятия, партнерские отношения с брендами, съемки, репетиции и личные обязательства часто требуют разных планов поездок. Тем не менее, несмотря на эти практические объяснения, эмоциональная связь между участниками остается в центре внимания миллионов поклонников, которые продолжают поддерживать их на каждом этапе их пути.
Что сделало этот отъезд из Парижа особенно запоминающимся, так это не одно драматическое событие, а сочетание бесчисленных маленьких моментов, которые постепенно сформировали гораздо более масштабную историю. Иногда это была простая улыбка. Иногда это был неожиданный взгляд. Иногда это было не более чем совпадение времени прибытия или отъезда. Вместе эти моменты создали эмоциональный нарратив, который поклонники с нетерпением собирали по кусочкам. Когда машина Чингука исчезла из виду, многие подумали, что Париж уже раскрыл все свои секреты. Но новые фотографии, ранее не публиковавшиеся видео и свежие рассказы фанатов продолжали появляться в течение дня, каждый добавляя еще один фрагмент к уже эмоциональной хронологии. Вместо того, чтобы поставить точку, каждая новая деталь, казалось, порождала еще больше вопросов. Тем временем ожидание следующего пункта назначения BTS и предстоящих мероприятий продолжало расти. Фанаты знали, что Париж – лишь одна остановка в гораздо более масштабном путешествии. Куда бы участники ни отправились дальше, миллионы ARMY будут наблюдать за ними, отмечая каждое достижение и дорожа каждым обычным моментом, который неожиданно возникнет. Это было нечто необыкновенное. По мере продолжения обсуждений становилось все яснее одно: самым сильным впечатлением от Парижа стали не слухи и домыслы, а напоминание о том, что даже самые тихие моменты с участием BTS могут объединить миллионы людей по всему миру. Спокойный отъезд из отеля, трогательное сообщение и огромная поддержка фанатов превратили обычный день в путешествие в один из самых обсуждаемых моментов недели. Пока ажиотаж вокруг отъезда Чингука продолжал доминировать в социальных сетях, новая волна внимания неожиданно переключилась обратно на сам Париж. Фанаты начали сравнивать фотографии, видео и временные метки из разных мест города, пытаясь воссоздать последние часы перед тем, как участники разошлись. Каждое новое изображение, казалось, добавляло еще один слой к истории, одновременно создавая еще больше вопросов без ответов. Несколько записанных фанатами видеороликов быстро набрали популярность в сети не потому, что они раскрывали что-то драматическое, а потому, что они запечатлели моменты, которые многие зрители упустили из виду. Небольшие жесты, расслабленные выражения лиц и короткие взаимодействия стали предметом тысяч обсуждений. Хотя ни один из этих моментов не подтвердил бесчисленные теории, циркулирующие в интернете, они напомнили всем, почему BTS продолжает привлекать такое необычайное внимание, куда бы они ни отправились. В течение дня в Париже было необычно тихо в местах, которые недавно посетили участники группы. Толпы постепенно расходились, но эмоциональная атмосфера сохранялась. Фанаты, приехавшие из разных стран, описывали этот опыт как незабываемый. Некоторые часами ждали, просто надеясь увидеть участников, в то время как другие считали даже короткое появление незабываемым событием. Тем временем онлайн-сообщества становились все более эмоциональными, вспоминая все, что произошло во время визита в Париж. Фотографии из аэропорта, публичные расписания и откровенные моменты многократно публиковались, создавая хронологию, которая подчеркивала, сколько воспоминаний было создано за короткий период. Каждое изображение, казалось, несло в себе разные эмоции, от волнения и счастья до ностальгии и предвкушения. Недавнее сообщение Тэхёна продолжало привлекать огромное внимание. Хотя это сообщение не опровергло напрямую все слухи, распространившиеся в социальных сетях, многие фанаты оценили спокойное и позитивное послание, которое оно передало. Вместо того, чтобы разжигать домыслы, оно призвало поклонников сосредоточиться на значимых событиях, произошедших во время поездки. Этот отклик глубоко затронул ARMY, которые давно восхищаются его способностью сохранять спокойствие даже в периоды пристального внимания общественности. Разговоры вскоре вышли за пределы Парижа. Фанаты начали гадать, что ждет BTS в ближайшие недели. С учетом многочисленных графиков, выступлений и индивидуальных мероприятий, ожидаемых в течение года, ожидание достигло нового уровня. Каждый отъезд естественным образом ведет к новому прибытию, и каждый конец тихо открывает дверь к новому началу. Наблюдатели в индустрии также отметили, как каждый участник продолжает балансировать между сольными проектами и сохранением прочной связи группы. Этот баланс стал одной из определяющих сильных сторон BTS.
Индивидуальные возможности позволяют каждому участнику расти в художественном плане, а каждое воссоединение напоминает фанатам о связи, которая объединяла их на протяжении многих лет. Париж стал еще одним примером того, как эти два пути могут сосуществовать бок о бок. В фан-сообществах неоднократно повторялось одно конкретное мнение. Многие описывали поездку в Париж как запоминающуюся не из-за одного экстраординарного события, а из-за совокупности подлинных моментов, которые разворачивались естественно. Улыбка, которой обменялись участники во время публичного выступления, тихий приветственный жест в сторону фанатов, уважительное общение с персоналом и огромная поддержка со стороны ARMY – все это вместе создало глубоко личный опыт, несмотря на то, что происходило на мировой арене. С наступлением вечера в Париже город постепенно вернулся к своему обычному ритму. Отели, улицы и заведения, которые до этого были окружены волнением, заметно затихли. Однако в интернете энергия не ослабевала. Миллионы продолжали следить за каждым обновлением, надеясь увидеть еще одну ранее не публиковавшуюся фотографию или видео. Некоторые фанатские аккаунты даже пересматривали более ранние моменты поездки, обнаруживая детали, которые изначально остались незамеченными. Эти наблюдения вновь разожгли дискуссии об эмоциональной атмосфере, царившей вокруг участников в их последний день в городе. Хотя многие интерпретации оставались предположениями, один факт был очевиден: BTS продолжает создавать незабываемые воспоминания, просто оставаясь самими собой. Отъезд также напомнил фанатам, как быстро проходят такие моменты. Месяцы ожидания часто приводят лишь к нескольким дням, проведенным вместе в одном городе, после чего участники отправляются в следующий пункт назначения. Эта мимолетность делает каждое появление еще более ценным. Каждая фотография график стал частью истории BTS, и каждое воспоминание сохранилось в памяти миллионов поклонников по всему миру. Даже после того, как Чонгук уже покинул Париж, интерес к этой истории продолжал расти, а не угасать. Эмоциональная реакция ARMY показала, что это был не просто отъезд. Это стало завершением еще одной значимой главы, наполненной незабываемыми впечатлениями, искренней поддержкой и моментами, которые укрепили связь между BTS и их глобальной аудиторией. Тем не менее, многие считают, что парижская история еще не закончена. За вирусными видео, эмоциональными реакциями и бесчисленными обсуждениями фанатов могут скрываться еще не показанные моменты. А пока ARMY продолжает внимательно следить за происходящим, зная, что иногда самая маленькая деталь может стать главной новостью, и что следующий незабываемый момент BTS может быть ближе, чем кто-либо ожидает. Когда самолеты участников приземлились в разных частях света, контраст между их тихими путешествиями и цифровой бурей, которую они оставили после себя, был поразительным. Прибытие Чонгука в Сеул было встречено обычными вспышками фотокамер и ликующими толпами, что стало ярким напоминанием о том, что внимание всего мира следует за ними повсюду. Однако, несмотря на усталость от дальнего перелета, его легкий поклон и короткий взмах рукой через раздвижные двери аэропорта излучали едва уловимую теплоту. Фанаты сразу заметили, что его поведение стало более легким, возможно, отражая тихое удовлетворение от успешно завершенного секретного проекта в самом сердце Франции. Слухи достигли апогея всего через несколько часов, когда появилось загадочное сообщение от другого участника. Казалось бы, случайная фотография тускло освещенной звукозаписывающей студии, опубликованная без подписи, потрясла фандом. Архитектура, видимая через окно студии, отдаленно напоминала европейский горизонт, что заставило внимательных ARMY предположить, что во время их пребывания в Париже была тайно записана новая музыка. Внезапное эмоциональное прощание в отеле перестало быть просто прощанием между друзьями, оно стало похоже на завершение долгожданного творческого проекта, о котором никто официально не объявлял. Социальные сети мгновенно наводнили новые хэштеги, поскольку фанаты перешли от эмоциональных размышлений к полноценному детективному расследованию. Ленты новостей были заполнены замысловатыми нитями, связывающими вдумчивые слова Тэхёна, сосредоточенный уход Чонгука и загадочное студийное фото. Каждый контент за прошедшую неделю был переосмыслен под этим новым углом.
Был ли роскошный отель просто базовым лагерем для съемок нового музыкального видео? Или их отдельные графики были преднамеренным отвлекающим маневром, чтобы скрыть грандиозное групповое сотрудничество? Волнение от неизвестности вдохнуло новую жизнь в ежедневное обсуждение фандома. Этот вихрь теории идеально отражал уникальную магию BTS и их отношения с ARMY. Участники освоили искусство общения, не раскрывая всего, доверяя своим фанатам собрать воедино всю картину. Даже будучи разбросанными по всему миру, сосредоточившись на сольных проектах и индивидуальном творчестве, их синергия остается неоспоримой. Поездка в Париж доказала, что их индивидуальные пути не расходятся, а идут параллельно, лишь изредка пересекаясь, создавая моменты, оказывающие огромное культурное влияние и заставляющие мир гадать. В конечном итоге Париж стал не концом, а прекрасно спланированным прологом. Тихий отъезд, изначально вызвавший столько эмоциональной ностальгии, плавно превратился в маяк предвкушения. Какие бы секреты ни хранились в тех парижских гостиничных номерах и тайных студиях, теперь они отправятся на мировую сцену. По мере того, как утихает пыль после этой незабываемой главы, ARMY остаются начеку и готовы, зная с абсолютной уверенностью, что следующая эра BTS тихонько формируется в тени, ожидая идеального момента, чтобы выйти на свет. Оставляйте здесь свои позитивные комментарии. Лучший комментарий будет закреплен в знак благодарности за их любовь. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать этот канал. Пусть Бог вознаградит вашу доброту. Это видео отражает мое личное мнение и интерпретацию. Оно создано исключительно в развлекательных целях и не является подтвержденными фактами.